Привет, я Настя, и добро пожаловать на мой канал. Я недавно вернулась из Южного Китая, из провинции Гуандун, и привезла очень много реальных советов о том, как же туда съездить самостоятельно, не беря тур. Вообще, я достаточно много и часто путешествую по разным уголкам мира. Наверное, сейчас я могу с уверенностью сказать, что Китай стал одним из любимых моих путешествий. В этом видео вы увидите, почему. Сегодня расскажу главное: как платить, где вкусно поесть, что посмотреть и как почувствовать местную жизнь. Первое, что нужно знать: при въезде в Китай всем иностранцам нужно заполнить анкету с паспортными данными. Она формирует QR-код, который проверяют при контроле. Сделать это можно письменно или электронно. Итак, покупаем нашу местную сим-карту. Поверьте, ее покупка вам решит огромное количество проблем, которые могут потенциально вам встретиться в Китае. Alipay – ключ к повседневной жизни в Китае. Вот быстрый алгоритм. Что нужно делать? Скачиваем приложение Alipay. Регистрируемся по номеру телефона. Не забудьте вставить новую китайскую сим-карту. Проходим верификацию. Если у вас нет иностранной банковской карты, которая проходит в Китае, которой вы можете что-либо оплачивать, например, как MasterCard, то вы можете попробовать вот этот способ. Я искала обменники через телеграм-каналы. Искала самые популярные, с большим количеством отзывов и подписчиков. Поэтому, если вы не сможете найти телеграм-канал, можете просто написать мне в комментариях, и я скину вам эти ссылки. Открываете Alipay, кнопка Pay, ваш QR-код, и продавец сканирует. Или наоборот, вы сканируете код продавца. Так платят в кафе, метро, такси и на рынках. Наличных почти не используют. Гуанчжоу огромный, зеленый и современный. Здесь множество многоуровневых дорог и небоскребов, но при этом город умеет оставаться цветущим круглый год. Вечером он превращается в световой спектакль. Фонари, неон и дроны создают особенную атмосферу мегаполиса будущего. Китай – мировой лидер по производству электромобилей, и сегодня их можно увидеть буквально повсюду. Государство активно поддерживает переход на электротранспорт. Льготы, субсидии, упрощенная регистрация. В некоторых крупных городах получить номер на бензиновую машину сложно и дорого, а на электромобиль проще и быстрее. Плюс вопрос экологии. В мегаполисах с миллионами жителей важно снижать уровень выхлопных газов и шума. Тут абсолютно все что-то снимают. Оказывается, там где-то прыгает просто белочка, ребята. Обычная белка. Но для них это, видимо, что-то невероятно крутое. Люхуаху – один из самых известных городских парков Гуанчжоу. Это большой зеленый оазис с живописными искусственными озерами, прогулочными дорожками, садами и зонами для отдыха. Парк расположен в районе Юэсю, в центре города, недалеко от главного железнодорожного вокзала и оживленных улиц. История парка начинается в 1958 году. Именно тогда муниципальные власти Гуанчжоу организовали строительство искусственных озер в городе в рамках борьбы с наводнениями и улучшения городской инфраструктуры. Название парка переводится как «плавающие цветы». Это красивая метафора, связанная с лепестками, медленно дрейфующими по поверхности воды в озерах парка. Здесь почти не встретишь людей, которые тренируются на показ. Спорт в Китае не про результат ради фотографии. Это про здоровье, про долголетие и про внутренний баланс. Небольшая премудрость для туриста. В Китае до сих пор распространены напольные или приседальные туалеты. Для многих местных это привычнее и гигиеничнее. Тело не соприкасается с сиденьем, а сама поза помогает естественному акту. Не бойтесь, в туристических местах есть и западные унитазы. Туалетная бумага.
можно еще? Да, хватит. А, видимо, мне ее уже выдали, прикинь. Ну ты кнопку нажми. Тебе еще надо? Когда мы были в Гуанчжоу, нас удивила одна вещь. На улицах почти нет маленьких мусорок. Иногда идешь с бутылкой или стаканчиком и просто не понимаешь, куда это выбросить. При этом вечером можно увидеть окурки или мелкий мусор на дороге. В Китае дворники начинают работать рано утром, и их действительно много. Поэтому создается ощущение парадокса. Урн мало, кто-то может бросить мусор мимо, но при этом сам город остается чистым. Это совсем другой подход к порядку. Не через большое количество мусорок, а через постоянную работу служб. Все, теперь я официально буду фотографировать на пленку. После шумных улиц Гуанчжоу мы отправились в место, где город вдруг становится тише. Это Ливань Лейк Парк. Парк в старом районе Ливань, который считается одним из самых аутентичных в городе. С первого взгляда кажется, что это просто зеленая зона, но на самом деле это кусочек старого Южного Китая, встроенный в современный мегаполис. Парк появился в середине 20 века, но сам район гораздо старше. Когда-то здесь проходили водные каналы, торговые пути и кипела настоящая жизнь купцов. Сегодня вместо лодок мостики, вместо рынков тенистые аллеи. Больше половины территории занимает озеро. Несколько водоемов, маленькие островки и изогнутые мосты. Днем здесь мягкий свет, пожилые люди гуляют по дорожкам или занимаются спортом. Дети играют в подвижные игры под деревьями. Многие пенсионеры практикуют так называемый летающий метеор. Это помогает сохранять здоровье, спокойствие и превращать движение в медитацию. Кстати говоря, в Китае очень любят детей, и это связано с культурой и историей страны. Ведь еще со времен Конфуция семья считается главной ценностью, и ребенок – это продолжение рода, гордость семьи и будущая опора для родителей. Долгое время в стране действовала политика одного ребенка, поэтому все внимание родителей, бабушек и дедушек концентрировалось на одном малыше. Кроме того, успех ребенка в учебе и карьере – это престиж всей семьи, поэтому в детей вкладывают максимум образования, кружки и развития. Что касается парка, мне особенно понравилось, что архитектура здесь в традиционном стиле линань. Это южно-китайская эстетика. Темная черепица, изогнутые карнизы, легкие павильоны у воды. И если прийти в этот парк вечером, то атмосфера меняется. Вода начинает отражать огни, воздух становится влажным и прохладным, слышно стрекотание насекомых и тихие разговоры. Да, в такие моменты вообще очень сложно поверить, что ты находишься в городе с населением больше 15 миллионов человек. В Китае чай – это не просто напиток. Это целая культура, целая философия. Даже в офисах и на работе у каждого уважающего себя предприятия есть чайная комната. У моего друга Бори мы несколько раз устраивали чайные церемонии, ведь каждый шаг от выбора сорта до прогревания чайника и чашек имеет смысл. Чай здесь пьют медленно, с уважением. Нельзя торопиться. Важно почувствовать аромат, вкус и тепло воды. Это момент, чтобы замедлиться и просто быть. В самом сердце китайского мегаполиса скрывается место, где шум современного города уступает место тишине и древней духовности. Это Дафа Темпл, или храм Великого Будды, один из самых известных буддийских храмов города. История храма уходит корнями более чем на 1000 лет назад. Считается, что его основали еще во времена династии Южная Хань, примерно в V веке. За долгие столетия храм неоднократно разрушался и восстанавливался, переживая войны, пожары и смену эпох. Но каждый раз его возрождали, сохраняя духовную традицию и культурную память. И внутри главного зала возвышается величественная фигура Будды, окруженная другими статуями божеств. Сюда приходят монахи, паломники и туристы со всего мира.
Ну что ж, заглянем в соседний город Фошань. Это про ремесло, боевые искусства и еду. Каждый вечер здесь оживают рынки. Запахи маринованного мяса, жареных креветок и горячих супов. Я почти каждый вечер ужинала именно на этом рынке. Это недорого, вкусно и очень колоритно. Юаней, Так, и она супер известна в Китае. вот это лапша, да? Да, это очень популярно. Тут дается 3 вида обычно лапши. Вот раз, два, три. И разные виды мяса. Табал. На рынке владельцы всех палаток готовят блюда в основном для местных и по семейным рецептам. Поэтому переживать из-за испорченных продуктов или низкого качества блюд вам не стоит. Как тебе? Что из всего морского тебе понравилось больше всего? Оно имеет одни и те же нотки, но абсолютно по-разному. И все зависит от соуса, которым ты приправишь. Ну вот допустим, конкретно устрицы, они с чесноком. И я считаю, что это им добавляет, скажем так, чеснок, пикантности. он, короче, как будто замаринованный, поджаренный на каком-то соусе. Это такой соус, короче, какой-то чеснок. Кстати, как будто бы устричный, не? Похож по вкусу, я думаю, это он. Да. Ну устричный соус. Ну да. А это морской огурец. Это не осьминог? Нет. На что похоже? На что? На устрицу, только типа кисленькую и достаточно соленую, со специями, но в этом соусе опять же. Ты пробовал? Да, не, вкусная штука, но Да, она вообще. выглядит, типа по-уродски, но очень вкусно. Я вообще перестал смотреть, как что-либо тут выглядит, знаешь? На осьминога, не на осьминога, да, на это. Да, в Китае кальмара. большинство, на самом деле, еды очень вкусно. Но выглядеть может это немножечко сомнительно. Мне кажется, главное правило Китая, если ты хочешь все попробовать, ты должен не смотреть на то, что ты пробуешь зачастую. Если вы задаетесь вопросом, как выбрать палатку на этом рынке, друзья, на этом рынке вкусно абсолютно все. Я попробовала. А этот парень вообще решил готовить японские панкейки. Невероятно пышные, воздушные, пуховые блинчики. Если вы были на подобных рынках, обязательно напишите мне об этом в комментариях. И расскажите, какие же палаточки вам нравятся больше, что вы предпочитаете из еды. Когда-то они были молодыми и худенькими, но потом они начали жрать сладкое по ночам. Но такими счастливыми. Да. Они даже не сладкие. Да? И лактозы нет. Угу. Я бы попробовал на твоем месте. Сейчас мы будем пить гамбу, мой любимый чай. В нем содержится огромное количество гамма-аминокислот, то бишь гамка вещества. И оно очень полезно для психики, для стрессоустойчивости в том числе. Если постоянно курсово пить, он хорошо концентрируется на какие-то рабочие задачи. То есть если тебе поставлена задача сегодня работать, значит чай гамба, он великолепно с этим справится. Точнее, поможет тебе с этим. Раз уж мы находимся в Фошане, то решили заглянуть в один из самых старых музеев Китая – Зумяо, храм предков в Фошане. Этому месту больше 1000 лет. И все это время оно стоит в самом сердце Фошаня, тихо, уверенно, словно наблюдая, как меняется мир. Храм Зумяо появился здесь в XI веке, во времена династии Сун. Он был посвящен Бэйди, северному императору, божеству воды и защиты. Для города, построенного у каналов и торговых путей, вода означала жизнь. А значит, защита была необходима. Сюда приходили просить о безопасности, о спокойствии, о благополучии. И постепенно храм стал не просто религиозным центром, он стал сердцем города. Во времена династии Мин и Цин комплекс расширяли и украшали. Поэтому появились резные балки, керамические драконы на крышах, внутренние дворы. А это бонсай – искусство, позволяющее создавать миниатюрный пейзаж природы, символизирующий гармонию человека с миром.
номер телефона, ты можешь купить его. Но Зумяо – это не только про молитву. Фошань – родина мастера Ип Ман, учителя Брюса Ли. И традиции боевых искусств формировались здесь же, в этом культурном пространстве. Место, где люди склоняли головы перед богами и одновременно закаляли свое тело и характер. Во время политических потрясений 20 века, включая культурную революцию, многие религиозные объекты в Китае были повреждены, и Зумяо частично пострадал, но благодаря статусу культурного памятника был сохранен и позже отреставрирован. Это традиционные китайские резные панели из дерева и камня, на которых изображены легенды божества и сцены из истории Китая. Такие барельефы в китайских храмах – это не просто украшение, а способ передавать истории и ценности через искусство. Сегодня Зумяо – это и музей, и действующий храм. Люди зажигают благовония, кто-то молится, кто-то просто гуляет, разглядывая резьбу на старых колоннах. Здесь особенно явно ощущается одна простая мысль. Традиция – это не прошлое. Это то, что продолжается. Линань Ворлд – это местное милое место, которое прекрасно сочетает в себе историю и современный шарм. Расположенный недалеко от храма предков Фошаня, этот район демонстрирует потрясающе сохранившуюся архитектуру в стиле Линань, кантонскую культуру, датируемую поздним периодом династии Цин и Китайской республики. Прогуливаясь по улицам, утопающим в зелени деревьев и украшенным уютным кафе, независимыми бутиками моды и культурными магазинами, вы будете очарованы такими особенностями, как дома из синего кирпича и замысловатые карнизы. Ищите маленькие кофейни во дворах. Там часто местная атмосфера и лучшая подача. Многие, кто приезжают в Китай, удивляются, почему здесь почти нет привычной нам колбасы, творога или большого выбора сыров. Все дело в традициях питания. В китайской кухне исторически не было развито молочное производство. Большая часть населения на протяжении веков практически не употребляла молочные продукты, а у многих взрослых есть непереносимость лактозы. Кроме того, в Китае не сложилась культура фермерских сыров и переработанного мяса в европейском понимании. Здесь основа рациона – рис, лапша, овощи, соевые продукты, свинина, курица и морепродукты. Обнаружили такую бочку. Здесь висит кусок сала, и там что-то есть. Вот если вы знаете, что это такое, расскажите, пожалуйста. Потому что мы не понимаем. Напоследок, давайте снова заглянем в Гуанчжоу, ведь вечером этот город достоин вашего внимания еще больше. Вечерний Гуанчжоу – это тот самый киберпанк, о котором говорят. Гигантские экраны, подсветка и масштабные световые шоу и шоу дронов. Это город, где традиции и ультрасовременные технологии мирно соседствуют. Смотрите. Это как космический корабль. Да. Бомба. Очень красиво. Что кого-то привел на крышу, мы попали. Да? Блин, как повезло. Круто. Обычно шоу дронов только надо податься. Вау, вау, вау. В Китае не заведено мыть посуду, да, и вообще нанимать работника, который будет этим заниматься. Они просто ее складывают вот так вот. И специальная компания забирает эту посуду и, соответственно, потом разводит обратно. Вот так вот.
Ты должен тут Уважение проявить. ниже, да, должен зачокаться. Когда нас пригласили на настоящий китайский ужин, я немного переживала, потому что это не просто пойти поесть. В Китае ужин – это ритуал, и если вас пригласили, почти всегда платит хозяин. Блюд будет много, очень много, и это нормально. Щедрый стол – это способ показать уважение гостю. Я, честно, попробовала почти все, хотя, признаюсь, в основном я налегала на рыбу и креветки. И вот к чему я вообще не была готова, так это к культуре тостов. Okay, I said welcome to China. You said welcome to Russia. Давай. Right? Vacations, Okay, welcome to China. Welcome to Russia. Okay, duck now. Да. Поехали. Надхай. Фашан Надхай. В Китае, особенно если ужин официальный или вас принимают как гостя, алкоголь – это часть общения. Чаще всего это либо пиво, либо байдзю – очень крепкий традиционный алкоголь, около 40-50 градусов. И тосты могут быть, мягко говоря, частыми. Обычно говорят ганьбэй. Это буквально означает сухой бокал, то есть до дна. И если вы чокаетесь со старшим по статусу, принято держать свой бокал чуть ниже его бокала. Это знак уважения. Главное – участвовать в самом моменте тоста. В Китае важен не алкоголь, а важен жест объединения. Самое важное – быть благодарным и открытым. Китайский ужин – это не про еду, это про отношения. И если вас пригласили, значит вас приняли. И напоследок хочу дать вам несколько советов, которые лично мне помогли провести прекрасный отдых в Китае. Обязательно всегда берите переводчик оффлайн. Я для этих целей пользовалась Google Translate, и он мне действительно помогал в очень многих ситуациях, начиная от оплаты в магазине и заканчивая такси. Переводчик с собой – это та вещь, которая снимает точно половину стресса в поездке. Думали, что тут вообще овощи в основном не едят, а посмотрите, сколько овощей на местных рынках. Ё-моё. Вот они огурцы, вот эти дикие. На рынках и в небольших лавках лучше платить через Alipay. Это быстрее, удобнее и привычнее для местных. Наличные берите только для мелких покупок и небольшими купюрами. Крупную банкноту могут просто не разменять. В Китае цифровая оплата, и это норма жизни. Если вы на юге Китая зимой или в начале весны, например, в Гуанчжоу или Фошане, учитывайте влажность. Днем может быть жарко, но вечером становится прохладнее из-за влажного воздуха. Легкая куртка – это must-have. Если вдруг захочется знакомого, понятного кофе, смело идите в Luckin Coffee. Это китайская сеть, которая по популярности конкурирует со Starbucks, но часто дешевле и вкуснее. Кофе там вполне европейский по вкусу, а заказать можно через приложение или на кассе. Города в Китае огромные, расстояния гигантские, и поэтому в большинстве случаев лучше всего пользоваться такси. К тому же его можно очень легко вызвать через Alipay. Но если речь идет о небольших расстояниях, метро все-таки удобнее. Оно современное, понятное, с навигацией на английском и очень четкой организацией. Поездки ходят часто, станции чистые, а система охватывает почти весь город. В час пик людей много, но все работает дисциплинированно и быстро. Так что мой вывод такой: дальше такси, ближе метро. Мы в магазине Pop-Mart. Тут те самые ля-ду-ду. Ну и, конечно, множество других игрушек, брелков, статуэток. Китайцы жестко отлетают по этой теме. А если хотите полноценный шопинг-день, то отправляйтесь в аутлет в Гуанчжоу. Там представлены Nike, Adidas, Reebok и другие международные бренды с хорошими скидками. В Китае реально можно выгодно обновить гардероб, главное знать, куда ехать. Кузнечики. Офигеть. Как тебе? А потом блюет, блядь. Реально что-то хрустящее, похоже на чипсы к пиву. Чувак, просто ты попробуй, ты такой, бля. Да. Я взяла просто осьминожку. Это можно есть. А теперь пивом запить. Это вообще просто бомба. Блин, вообще, я вместо бы чипсов иногда брал. Мы как креветки ели, блядь,
с хитином. То же самое. Личинки кого-то или чего-то. По-моему, бананового дерева. Что-то такое. Нет, это насекомые. Банановые гусеницы. Рассказывай. Это похоже на кальмара, только такого, типа, более жидкого, короче. Как будет постом? Как ты говоришь? Лаубан. Снаружи хрустящие и внутри они такие, как кальмар такой, как будто прям мягкий, такой немножко резиновый. Прикольная штука. Конечно, в начале Китай может показаться сложным, но на самом деле, если к нему тщательно подготовиться, то он станет для вас невероятно удобным. И в этом, наверное, его главный парадокс. И вообще Китай — это невероятные контрасты от горящих экранов на небоскребов до каких-то уголков с традициями китайскими, которые уже там находятся несколько тысяч лет. И с одной стороны ты чувствуешь себя чужаком, а с другой как будто бы даже успевая жить этой местной жизнью. Друзья, спасибо вам большое за просмотр, за то, что были все эти 25 минут со мной, посмотрели Китай. И я надеюсь, что те, кто туда пока не планирует поехать, что обязательно вы туда поедете, и у вас зародилось вот это вот зерно, которое говорит вам о том, что путешествовать — это круто, это классно, полезно. Ну, кому это не нравится, честно говоря, да? Подписывайтесь на меня, если вы здесь впервые, ставьте лайки, конечно же, чтобы этот ролик рекомендовался другим путешественникам и любителям. Спасибо большое за просмотр, и всем пока!